Привет, друзья! В этом видео покажу один из способов приготовления шоколадно-медовых коржей. Для этого мне понадобится молоко, сода, сливочное масло, яйцо, какао-порошок, сахар, натуральный мед и просеянная мука. Первым делом мне нужно подогреть мед. Вы можете также брать и засахаренный мед, кипятить его не нужно, лишь только подогреть приблизительно до 60 градусов. Когда он станет таким вот жиденьким, в принципе достаточно. Далее я добавляю соду, хорошо перемешиваю, и получается у нас в итоге красивая пышная медовая пенка. Соду предварительно не гашу, так как в составе натурального меда содержится кислота. Отставляю пенку в сторону и дальше в сотейнике соединяю следующие продукты. Сахар, сливочное масло, молоко и ставлю это все на огонь. Эту массу мне нужно нагреть до растворения сахара. Как только растворился сахар, я сразу же, не дожидаясь остывания, завариваю этой смесью какао. Горячую смесь я добавляю понемножку и хорошо перемешиваю. Если добавить всю смесь сразу, могут образоваться комочки. Поэтому я не спешу. После каждого добавления жидкости хорошо перемешиваю массу. В итоге получаю гладкую шоколадную смесь без комочков. Дальше я буду соединять наши массы в миске, в которой буду замешивать тесто. Переливаю туда шоколадную массу, также медовую пенку, хорошо перемешиваю и добавляю яйцо, также хорошо перемешиваю. Теперь осталось добавить муку и замешать тесто. Муку я также буду добавлять небольшими порциями, хорошо перемешивая. Когда тесто становится уже очень густым и его сложно перемешивать венчиком, я оставшуюся муку высыпаю на стол и тесто буду продолжать замешивать уже руками. Тесто еще достаточно жидкое и очень липнет к рукам, поэтому на первом этапе очень хорошо помогает вот такой пластиковый шпатель. Теперь, когда уже тесто более-менее собралось в комок, я дальше вымешиваю его руками. Также я добавляю не сразу всю муку. От общего количества я добавляю 400 грамм. Хорошо все это вмешиваю в тесто. Остальные 150-200 грамм я оставляю на потом. Вот так вот у меня выглядит тесто, в которое вмешано 400 грамм муки. Оно еще очень такое липкое. Теперь я его буду перекладывать в пакетик и убираю в холодильник приблизительно на час. После того, как тесто полежало в холодильнике, я высыпаю на стол муку, которую я оставляла отдельно, и теперь подмешиваю ее в тесто. Холодное тесто впирает в себя меньше муки, именно поэтому я отправляла его на час в холодильник. Далее я раскатываю тесто в колбаску и делю его на кусочки. Мне нужен торт диаметром 16 сантиметров, поэтому я делю тесто на 15 кусочков. Если же у вас будет торт диаметром побольше, тогда и коржей у вас будет немножко меньше. Перед тем, как раскатывать коржи, я включила духовку на температуру 185 градусов. Режим вверх-вниз. И присыпая тесто мукой, раскатываю тонкие коржи. Я буду выпекать коржи на тефлоновых ковриках, но также хорошо подойдет и пергамент. Накалываю коржи вилкой, чтобы при выпечке не надувались большие пузыри. На этом видео я сразу обрезаю коржи до нужного мне диаметра, но также можно обрезать и горячие коржи. Главное вовремя успеть это сделать, потому что когда корж остывает, он очень крошится. Перекладываю коврик с коржами на противень и отправляю в духовку. У меня коржи пекутся ровно 5 минут.
И таким же образом выпекаю все оставшиеся коржи. Эти шоколадно-медовые коржи используются для приготовления торта «Спартак», но также хорошо не сочетаются и с многими другими видами крема. Мой любимый вариант использования этих коржей с сырным апельсиновым кремом с добавлением маскарпоне. В описании к видео вы, как всегда, найдете все пропорции. Также подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока, до новых встреч!